Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что спешит в вашу жизнь со дня на день? Давайте узнаем, что ждет в ближайшие дни. И рассмотрим, конечно, значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла тоже. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И на картах старинного цыганского пасьянса, которые вам расскажут о событиях именно со дня на день. Это какие события мы сейчас хотим узнать с вами идут в вашу жизнь, буквально идут на ваш порог, как мы говорим, что же вам по судьбе. И карты старинного цыганского пасьянса нам покажут, именно покажут, какая конфигурация вопросов, дел. Может быть, это где-то импонирует или перекликается с вашими задумками, планами. Ну или карты где-то подскажут, что нужно быть готовым и к неожиданностям тоже, может быть, какой-то альтернативный вариант рассматривать. Ну так что же там по событиям, что идет в вашу жизнь, что идет как по судьбе? По судьбе имеется в виду это обстоятельства, мои дорогие. То есть это вот есть 2 сферы, на которых мы не влияем. Это обстановка, ситуация какая-то внешняя, которая вызвана или людьми, или, ну, именно какими-то, может быть, событиями, да. И когда мы тут кардинально что-то вряд ли изменим, нам именно свою тактику, стратегию нужно проработать, да, или как-то быть аккуратнее. Вот давайте и узнаем, что же там идет в вашу жизнь, на ваш порог. Посмотрите, мои дорогие овны, открытый путь. Открытый путь и победа. Вообще замечательно. Я не исключаю, что для кого-то из вас в ближайшие дни или, может быть, в принципе, ну, ближайшие дни, это может быть и день-два, у кого-то это 2 недели, может быть, и 3, да, растягивается какой-то вопрос. Но тут ведь по открытому пути у вас и решается что-то, победа. Причем, вот смотрите, нож– это ссора. Так вот я, если мы вот эти все 3 значения соединим, вот была какая-то либо неувязка, или был какой-то конфликт, или просто сама ситуация была, достаточно сложной или такая двойственная, двоякая. Вы в чем то не хотели, может быть, участвовать, а может быть, вас к этому, ну, вынуждали, принуждали или как-то обстоятельства складывались. Ну, вот здесь я вижу, что тут именно победа, вы можете разрешить какой-то сложный вопрос. Может быть, буквально закопать топор войны, но к этому, конечно, нужно быть готовому, потому как все зависит от нашего желания. Захотим мы, ну, какие-то для себя такие альтернативные варианты найти, значит, обязательно найдем. У кого-то из вас вопросы, связанные с переездом, открытый путь и вопросы дома. Вот семейный очаг чаще всего говорит как и о домочадцах, так и буквально о стенах. Но для кого-то из вас, мои дорогие овны, смотрите, у нас выпадает нож и ну или меч, и цыганка. И вот в этом раскладе, наверное, поэтому и цыганский, хотя прописано лицо. Это тот человек, которого мы не знаем. Ну, кстати, мы не знаем, что от него ожидать. Поэтому, правда, конфронтация явно не помогает. Ну, не будет помогать, если мы с малознакомым человеком, ну, будем доказывать как будто свою правоту. Мы пока еще не знаем на самом деле, что от этой персоны ждать. Будьте аккуратнее. Это вот такая подсказка на осторожность. Ну, вот посмотрите, все то, что касается, ну, как знаете, ваши планы на будущее. Это все со знаком плюс. Далее, вопросы дома, как я говорила, недвижимости или домочадцы. Личная жизнь, мои дорогие, любовь, подкова, семейное счастье. Что же еще? Прочный союз. Но это как единомышленники, группа поддержки. Или доверенное лицо, может быть, это конкретный человек, но это может быть кто угодно, и кто-то из близких. Или это может быть даже официальное лицо, да, с которым вы как раз улаживаете какие-то свои вопросы, в которых вы как раз через эту дипломатию и получите победу. Вот этого я тоже не исключаю. И в нашем пасьянсе мы можем соединить значения выпавших карт, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Вот я смотрю, что тут мы тут можем с вами соединить или нет.
Ну вот как будто на ближайшие дни есть явно вам знакомая тема. Наверное, вы уже построили какие-то свои даже планы. Но тут единственное, вот методы вам придется корректировать. А в принципе уже в каком-то вопросе карты обещают победу. Пока с вами говорила, я не вижу больше совпадений. Поэтому давайте несколько проясним. Пойдем с вами дальше. Что же нам расскажут карты Таро? И вот конкретно мы спросили, что спешит в вашу жизнь? Так вот, давайте такую карту, прям конкретно, что придет в вашу жизнь в ближайшие дни, в ближайшее время. Ну и, соответственно, а что же уйдет? Может быть и так. Или вы откажетесь сами, или это вы завершите, и будет уже какая-то ясность. Также мы с вами спросим, а что же будет продолжаться? Или что будет дальше? Чего опасаться или за какое дело не браться? С чем быть, в принципе, мои дорогие овны, осторожным? И вот давайте такую карту достанем. Чего вы пока не видите? О чем вы не предполагаете, но это нужно учесть, потому что к каким-то событиям это может привести. Иными словами, это как карта-совет, которую мы откроем в самом конце. Итак, что же там придет в вашу жизнь? Ну, наверное, это все то, что я уже сказала, как и значение очага, как и подкова, да, семейное счастье, очень емкое. Но здесь, правда, какие-то радостные новости могут быть. Или, знаете, это просто если для тех, кто в паре, единение души. Потому что тут искренние отношения, безусловно, взаимная поддержка. Или даже по десятке кубков, когда у нас, в принципе, все хорошо. Ведь это карта полного, по сути дела, баланса. Вот действительно, и с чувствами порядок, и решаются, может быть, вопросы у кого тут что. По части жилья съехаться, разъехаться, или когда вы вместе строите планы. Но и финансовая сторона– это вот именно какое-то благополучие. Само по себе благополучие, радость. И вот эта прочная связь, правда. У кого-то, может быть, даже если вы встречаетесь, да, пусть у вас нет семьи, значит, отношения эти будут продолжаться. А для тех, кто один или одна карта будет говорить, значит, у вас какие-то все равно по десятке кубков радостные события происходят. Может быть, они и будут касаться где-то личной жизни, или добрые какие-то вести придут даже от ваших родственников. Но самое главное, мои дорогие, что идет в вашу жизнь? Радость, когда вы в ближайшие дни именно довольны собою, может быть, можно собой гордиться, правда. Для кого-то это банально, вы смогли решить какой-то сложный вопрос, вот я говорила, да, который был как камень преткновения. Поэтому вы действительно есть повод для того, чтобы быть оптимистом. Ну, вы-то и так оптимисты. Ну, давайте узнаем, а что же уйдет? А вот какая-то задвоенность уходит. Вы долгое время, может быть, много работали. Или долгое время у кого-то будет так. Уходит, когда не хватало денег. Вот какая-то сложная финансовая ситуация. Что я имею в виду? Может быть, нужны были какие-то платежи осуществить, да, и вы их осуществили. Но это, знаете, как деньги пришли, и они ушли. Ну вот теперь, видимо, как-то в марте, по крайней мере, месяце, все-таки это уже у нас март на пороге, весна, мои дорогие, на пороге. Поэтому тут как-то легче будет с деньгами, это точно. И, я бы сказала, легче будет договариваться. Легче вот этот, может быть, баланс. Может быть, будет даже, приготовьтесь, кстати, к этому. Будут какие-то, может быть, и новые предложения, какие-то более свежие мысли, даже по части ваших собственных планов. Здесь жизнь вас перестраивает в более такой оптимистичный лад. А вот долгое время, когда вот этот двойной баланс, может быть, мало того, что по деньгам, но еще и по каким-то, может быть, и личным соображениям, или личной жизни, да. Ну, жизнь не бывает полностью предсказуема. Где-то мы сталкиваемся с тем, что нашла коса на камень. Ну вот, наверное, ни косы, ни камня не будет. По крайней мере, будет меньше, это точно. Поэтому вот эта задвоенная какая-то неопределенная ситуация, с каждым днем будет выравниваться. Будьте к этому готовы и где-то внимательны. Пусть уходит, хочется сказать, да. Мы часто очень устаем. Как и от недостатка, может быть, финансов, так и от вороха нерешенных проблем. Значит, мы шаг за шагом, опять же, так вот поступательно, настойчиво. И я не могу сказать, что вы куда-то торопитесь. Нет. Значит, вот как-то планомерно жизнь принимает новые смыслы или какие-то новые пусть сюжеты, но это в другом режиме.
Это не в режиме аврала и не в режиме, когда нужно было вчера и прямо успеть там в 10 каких-то мест или решить какие-то, закрыть темы, вопросы, подписать документы или разузнать. Здесь нет, вот именно вас перестраивает на более спокойное течение жизни. Может быть, вам это и позволяет. Вот ключ– это ведь действительно как по судьбе, потому что чаще всего, если мы говорим о картах Таро, ключи в руках у Иерофанта, поэтому действительно мы знаем это по судьбе. И для кого-то, может быть, и придется контактировать с высокими чиновниками, с лицами, которые занимают более высокий пост, чем вы, но вам даже будет от этого как-то и надежнее, и увереннее. И, может быть, вы сумеете даже прочувствовать, а ведь и правда, наступает время пересмотреть мое окружение или мой статус. Вот это, кстати, тоже может проиграться. А что же будет дальше? Что будет продолжаться? Сохранение себя, сохранение всего того, что дорого, карта жадины. Но я бы сказала, тут вот то, что мы только что с вами разобрали, как раз и требует побыть немножко жадиной. Да, мои дорогие, две четверки, стабилизация, организация жизни по-новому. Иногда эта карта, что будет продолжаться решение вот именно вопросов, как и финансов, может быть, работы, но это все ведет именно к упрочению, укреплению вашего положения, вашего статуса или конкретно вопросы по части недвижимости. Они здесь тоже будут явно проясняться. Значит, не только праздник, мои дорогие овны, но и праздник после победы. Значит, вот победа какая-то, причем это не что-то краткосрочное. Вот этот вот дуплет будет говорить, смотрите, две четверки. У тебя как будто достижение. Вот я косвенно тоже этого коснулась. В ближайшие дни, в течение марта, добрая энергия. Март, мои дорогие, это, по сути дела, ну, частично и ваш месяц тоже. Поэтому, знаете, это как приток жизненных сил. Когда больше, знаете, желания, ну, вот, наверное, весна, но это тоже на нас оказывает влияние, когда и настроение меняется, когда больше бодрости. Но, тем не менее, вот эту победу придется сохранять. Мы не можем ослабить хватку. Ну, хотя я и не исключаю для кого-то. Смотрите, какие-то сложные темы по финансам вы можете решить. Все-таки мы все разные, да? И денег, как будто нам сказали, правда, у кого-то может быть по финансам помощь близких. Я вот этого тоже не исключаю. Но вот вам, мои дорогие овны, все же стоит сохранять внимание к финансам, это факт. Недаром карта жадины. Вот так вот присел наш человек на сундучке и придавил для надежности своим телом свои сокровища. Есть что сохранять, это самое главное. Ну, давайте узнаем, а чего опасаться, за какое дело не браться. Какое-то гиблое дело, прямо хочется сказать. Вот смотрите, с учетом даже я выпавших значений по картам пасьянса. Тут ведь был нож. То есть мы можем предположить, что вам придется от чего-то отказаться. Значит, это нужно будет сделать, возможно, элегантно, дипломатично. По аркану башни вы действительно столкнетесь, вот будьте к этому готовы, с какой-то патовой ситуацией, которую я больше вижу, она происходит не в вашей жизни. Но, может быть, это будет связано с близкими, или пусть это будет связано с работой. Но это, опять же, на вас не оказывает влияния. То есть вам лично от этого ни холодно, ни жарко. Но вот эмоций может быть много. Потому что вас могут склонять, к чему-то уговаривать, призывать к совести. Ну, иногда такое тоже бывает. Или буквально говорить, что нет, ну вот ты должен, должна мне помочь, или у меня безысходная ситуация, будут плакать в жилетку. Вот явно нам четко, посмотрите, две четверки, не случайно карта жадины, сохранять себя как-то по-новому. Потому что башня– это всегда внешние события. И тут ведь мы вопрос с вами задали какой? За какое дело не браться? За какое-то я, поэтому у меня вырвалось гиблое дело. Ну, давайте проясним, чтобы так поподробнее. А что вообще это за башня? В связи с чем или с кем? Ну, может быть, действительно, с кем-то из родственников, может быть, и далеких родственников, или какая-то ситуация, которая связана буквально с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. А что это за ситуация такая, с чем это связано? Вы знаете, тут какой-то ляпсус мог совершить человек, вот я конкретно так скажу.
И, кстати, Паш Пентаклей. Паш– это новости, во-первых, поэтому будьте готовы вот к таким новостям, которые хоть стой, мы говорим, хоть падай, да, вот есть такое выражение, и, наверное, более точно не скажешь. Вот что-то подобное вы можете услышать. Или кто-то будет действительно ожидать вашей помощи. Но вот я вижу, есть какая-то тема, куда вам не надо. Ну или, по крайней мере, не углубляться, так это точно. Иными словами, здесь может быть чужая ошибка, когда к вам обращаются за тем, чтобы вы кому-то помогли. И по пажу это еще, это не обязательно, иногда это вопросы детей, может быть, взрослых детей. Значит, если все то, что касается детей, ну, здесь как-то нужно тоже вам очень правильно выбрать фарватер, в каком контексте что продолжать. Потому что, может быть, придется для этого дополнительную информацию найти. Иногда это может быть совсем не ребенок, а взрослый человек. Но ведь вот есть по пажам какой-то инфантилизм, мои дорогие, да? Мы говорим незрелость или вот та ошибка, которую совершает человек по незнанию, по тому, что нет жизненного опыта. Ну, давайте еще одну карту достанем. А вам-то это что? А вы знаете, я вообще-то вижу тут так. Для кого-то будет, смотрите, для кого-то вы явно кому-то помогали долгое время. Но вот здесь придется вам что-то пересматривать. Может быть, это вы будете, как в роли учителя, кому-то что-то объяснять. Карта сила, потому что это, безусловно, ваша сила. Поэтому нам и карты говорят, вот куда, за какое дело не браться или чего опасаться, или куда-то не ехать, может быть, да. Вот будьте, может быть, в ближайшие дни таким серым кардиналом. Вам эмоции могут помешать, потому что всегда эмоциональная карта король кубков, а впереди карта башня. То есть что-то вы такое слышите, и эмоции могут взять верх. Тут и самому оплошать никак нельзя. Может быть, это новость как бумага какая-то, да? Может быть, вы будете участвовать, но в каком-то проценте, да, ваша помощь дозированная, скажем, будет так. Но вы действительно, к вам может кто-то обратиться, давайте так подведем итог, и вы можете решить какую-то проблему. Вы сильны, мы уже об этом говорили. Для кого-то из вас, я допускаю, это вопросы, может быть, даже касаются, смотрите, личной жизни, когда была ссора, да, то тогда и вот эта башня будет символизировать, когда вы, ну, попросту поругались с кем-то, поссорились, да. Такой для кого-то из вас закопать топор войны. Прекрасное время. Но где-то договариваться приходится, и, может быть, будьте готовы. Человек может сказать вам о том, что я признать как бы ошибку. Но, видимо, все равно серый кардинал– это как раз и есть карта, по сути дела, сила. Вы действительно сейчас сильны, но для кого-то из вас это страстная любовь и по личным отношениям, ну, какая-то история, которую вам нужно очень правильно для себя определить. Так вот, давайте спросим, чего вы пока не видите, а это нужно учесть. Это случится, как совет карт. Наверное, все то, что я говорила. Явно есть какое-то дело, которое либо с близкими, или, может быть, это как звонок телефонный. Вот мне прямо срочно, прямо сейчас, прямо здесь мне нужна твоя помощь. Все бросай и куда-то лети. Поясняющая карта, которая говорит: ты не получишь Овен бонусов. Ты потом останешься, ну вот как неудел, или останешься разочарованным. Поэтому, мои дорогие Овны, бдите, хочется сказать, куда вы будете свои знания, экспертность, силу, может быть, и ресурсы вкладывать. Потому что для вас есть какая-то история, куда действительно точно ходить не надо. И вы можете как на удочку попасться, если мы проигнорируем по аркану сила, ведь энергетика как у мага. Когда вы можете столкнуться с манипуляцией просто-напросто, понимаете? Так вот, вам туда не надо, потому что это дорога к разочарованию. Давайте карту совет еще одну достанем. У вас не просто на кону благополучие, а у вас как счастливое будущее, исполнение желаний. Для кого-то из вас эта карта будет говорить, что именно, ну вот если ты сейчас, Овен, занимаешься именно своими делами, причем выстраиваешь правильно отношения,
не рубишь с плеча. Вот я должна это сказать. То есть где-то лавировать, договариваться придется. Но это не для того, чтобы абы тихо было вокруг. Нет. А это для того, чтобы, возможно, некоторых людей или с некоторыми людьми контакты были продолжены, потому что они вам пригодятся в последующее время. Тут именно нужно зреть, увидеть какую-то перспективу. И самому, может быть, вот как совет от карт, я вам скажу, задавать себе вопрос перед тем, как включаться в какое-то дело. Для кого-то это может быть хорошей подсказкой. Вот то, в чем я буду участвовать, задайте себе вопрос. Будет ли оно для меня иметь принципиальное значение через год, а через полгода, а через 2 недели, а через неделю? Когда мы часто задаем себе такие вопросы именно от противного, от далекой дистанции, да, для нас больше ясности. Потому что очень часто мы из-за эмоций включаемся в какую-то тему, а потом сидим и голову ломаем. Зачем это было все нужно? Зачем мы в этот вопрос включились? Вот поэтому какие-то такие темы, и посмотрите, у вас 2 старших аркана, тут действительно время вашей силы наступает. Но и от вас это требует не соскользнуть. Вы можете чувствовать эту силу. Поэтому вас легко говорить, вот я бы сказала. Поэтому вот этот нюанс учтите, даже если кто-то выводит на эмоции, на жалость или, ну, по-разному же можно давить. Будьте хотя бы к этому эмоционально готовы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что пишете мне душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. И все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.